Привет, меня зовут Андрей. Сейчас я расскажу свою историю, как я стал героем фильма ужасов. 2 года назад я переехал из своего родного города в столицу, чтобы учиться в университете. Так как общежитие я никогда не любил, было принято решение снимать квартиру. Я нашел подходящую мне квартиру и сразу же в нее вселился. Счастью не было предела. Наконец-то я свободный человек, который может жить отдельно от родителей. Квартиру я снял двухкомнатную, так как, к моему удивлению, она была почему-то дешевле, чем однокомнатная. И я решил, так сказать, шикануть, пожить в роскоши. Хоть и комнат было 2, но воспользоваться я мог только одной. Может, потому что там драгоценности или что-то еще, но вторая комната была заперта, и хозяин квартиры не дал мне ключ от нее. Я как бы не сильно расстроился, но все равно интересно было, как говорится, чего не знаешь, туда и тянет. «Ладно», — сказал я себе и пошел в ту единственную открытую комнату. В принципе, размеры комнаты были достаточно приличные, большие, и я даже забыл про то, что есть вторая комната, до одного момента. С самой первой ночи в этой квартире я не мог нормально спать. Меня очень сильно бесили соседи сбоку, которые все время о чем-то разговаривали и не останавливались. Так продолжалось 2 дня, пока я не выдержал и не пошел к ним на утро разбираться. Начал звонить им в звонок, но никто не выходил, как будто дома никого не было. Но еще 5 минут назад я слышал разговоры. Я позвонил хозяину квартиры, в которой я живу, и спросил у него, какие соседи живут сбоку от меня. То, что я услышал, удивило меня так, как ничто ранее. Оказывается, в этой квартире уже 2 года никто не живет. Жутко, да? Квартира принадлежит банку, и они не могут ее продать, никто не покупает. Хорошо, с этим разобрались. А теперь вопрос. Если в квартире никто не живет, то откуда я слышал разговоры? Это не могли быть соседи сверху, потому что я точно слышал звук сбоку от себя. Да и плюс, сверху живут 2 бабушки и одинокий дед. Они спят ночью точно. Я принял решение этой ночью хорошо прислушаться, откуда идут голоса. Наступила ночь, а вместе с ней эти разговоры. Я начал слушать. Прослушав голоса, меня взяло в холодный пот. Все это время разговоры шли не из соседней квартиры, а из той самой закрытой комнаты. Честно, я много раз видел такое в фильмах ужасов, но никогда не думал, что со мной может произойти такое. Я сказал себе, что паниковать – это последнее, что нужно делать. В первую очередь надо разобраться. По крайней мере, хотя бы позвонить хозяину квартиры. Ночью я, конечно, звонить не стал. Решил дождаться утра. Утром я позвонил хозяину и сказал ему, что в другой комнате я слышу голоса. На что я получил краткий и ясный ответ: не нравится – не живи. Понимая, что от хозяина я все равно ничего не услышу, было принято решение, что этой ночью я все же открою дверь этой чертовой комнаты. Да, именно чертовой. Потому что объяснить по-другому то, что там происходит, я не смог. Наступила ночь. Я приготовился к вскрытию этой двери, так как будто я иду бить великана. Но что поделать, я должен открыть этот ящик Пандоры. Пока я готовился с мыслями и набирался смелости, то заметил одну странную вещь. Голоса пропали. Да, уже час ночи, а я не слышу разговоров со второй комнаты. Теперь мне еще больше захотелось открыть ту дверь. Я взял скрепку, отвертку и начал вскрывать аккуратно дверь. Слава богу, меня дядя в детстве научил это делать. Не знаю зачем, но, как видите, сейчас это пригодилось. Немного поковыряв, у меня все-таки получилось. Я начал потихоньку открывать дверь в комнату и тихо вошел туда. Там было очень темно, и я не мог найти выключатель света. В этот момент опять пошли эти разговоры. Мне казалось, что я стою в паре сантиметров от источника, откуда идет звук. В этот момент я стоял тихо и не двигался. У меня была только одна мысль. Зачем? Зачем я сюда полез? Лежал бы себе спокойно в своей комнате и уже спал, наверное. Но нет. Так страшно мне не было никогда в жизни. Вдруг я услышал, как в квартиру кто-то вошел, и я еще больше посинел.
Было слышно, как кто-то подходит к комнате, в которой я был. Это был ужас, сказал я себе. Кто-то начал открывать эту комнату, и я от страха потерял сознание. Очнулся уже в больнице. Передо мной сидел хозяин квартиры и какая-то бабушка. Я спросил их, что я здесь делаю. И хозяин мне рассказал, как он обнаружил меня без сознания и вызвал скорую. Я рассказал ему эту историю, на что рядом сидящая бабушка извинилась за то, что разговаривает во сне. Оказывается, в той комнате живет эта женщина. Она мама хозяина квартиры, и у нее есть небольшая странность. Эта бабушка разговаривает во сне. А закрывалась она потому, что не хотела, чтобы квартиранты к ней заходили. Она рано утром уходила на рынок, я как раз спал, а приходила, меня еще не было дома. Они говорили они мне, потому что думали, что я не заселюсь, если узнаю, что там кто-то живет еще. Вот такая история, как мое любопытство и фантазия хорошо работают в команде.